Как самый настоящий Санта, или по-нашему Дед Мороз, я дарю моим любимым подписчикам подарки. И наступающий Новый год не станет исключением. 2023 год мы начали с новой рубрики, где я разбираю вырезанный или неиспользованный контент в играх про паучка, разработанные студией Binox. И чтобы закончить год на той же ноте, с которой мы с вами его и начали, я решил подарить вам вторую часть обзора. Всем привет, с вами снова Спайди Санта, и это вторая часть видео Spider-Man Binox Games, не вошедшая. Сегодня мы поговорим о Spider-Man Shattered Dimensions и Spider-Man Age of Time. Разберем, что вырезали, и как всегда попытаемся ответить на ключевой вопрос: почему во время разработки этих игр что-то пошло не так. Но прежде чем мы начнем, я вновь хочу от всего сердца поблагодарить легендарного гения Карпата, который внес неоценимый вклад в разбор, и неоспоримого гуру в играх от Binox Сергея Жарикова. Чего он только не сделал. Помимо достижений и находок, о которых я рассказывал в прошлой части, Сергей активировал неиспользованные эффекты в Shattered Dimensions на уровнях с Amazing Паучком и Паучком 2099, также анимацию в Apple из младшей версии на Nintendo Wii и многое-многое другое. А еще Сергей основал сообщество модеров в Дискорде, куда может присоединиться любой желающий и поучаствовать в создании ремастера разломанных измерений. Ссылочку я оставил в описании, а мы начинаем. Первой игрой в нашем сегодняшнем списке числится Shattered Dimensions. В прошлых видео мы подробно обсудили историю этого проекта, начиная с отмененной Spider-Man Classic, заканчивая First Playable билдом Spider-Man Chronicles. И мне казалось, что я выжил максимум из этого билда. И думал я так до тех пор, пока Сергею не удалось активировать альтернативную версию меню. Давайте ее сперва и обсудим. Новая версия стартового экрана является сырой версией того меню, которое мы позже увидим на релизе. При нажатии на старт появляются заготовленные пункты для новой игры или продолжение уже начатой, с возможностью выбора слотов для сохранения. В следующей части меню есть пункты выбора уровней, паутина навыков, Level Rankings, галерея и настройки. Второй и третий пункты не работают, их мы упускаем. В галерее есть нерабочая вкладка с роликами, вкладки с концептами, фигурками, где разбросаны плейсхолдеры с гоблином, которые мы обсудим чуть позже. А также тут есть тестовая механика очков и стоимости предметов. Во вкладке с настройками можно выключить Web Assist, а также изменить параметры триггера паутины, отображение рейтинга уровней и конфигурацию управления. На соседних вкладках дефолтные изменения яркости, контраста, а также громкости звуков и музыки. Теперь давайте обсудим самое интересное. Меню выбора уровней было реализовано следующим образом. Мы могли перемещаться по актам, а в качестве плейсхолдера уровней используется концепт гоблина в разных цветовых окрасках с именами боссов. Также имеется возможность просматривать синопсис каждой из миссий. И если мы найдем уровень с Флинтом, то увидим плейсхолдер с надписью Сэндмен и Гидрамен, а синопсис звучит следующим образом. Ты хоть представляешь, что происходит, когда смешиваешь песок и воду? И это не что иное, как прямое доказательство того, что на уровне планировалось сразу два босса – Песочный Человек и Гидрамен, что я и предполагал в прошлой части обзора. И этот уровень должен был стать завершающим для измерения Amazing. То есть, по всей видимости, разработчики хотели под конец сосредоточить весь эпик в кульминационном моменте рождения Мадмена. И я уверен, что Binox хотели комедийно обыграть то, как Флинт и Моррис не могли поделить осколок и в конечном итоге просто загасили друг друга, сотворив монстра. Также в портфолио Майкла Леджера засветился один из ранних концептов Флинта, в котором нет ничего примечательного, и концепт карьера, внутри которого и начинается уровень. И раз мы начали говорить про вселенную Amazing, давайте посмотрим на сопутствующие концепты из того же портфолио. Но для контекста я сперва сделаю небольшое отступление. 26 апреля 2010 года вышло интервью с креативным директором Shattered Dimensions Томасом Вилсоном и продюсером Стефаном Гревелом. Это достаточно редкое и небольшое интервью, которое содержит в себе сразу две интереснейших детали, об одной из которых мы поговорим позже. Журналист спросил про стиль вселенных, какую было создать легче всего, а какую труднее. И разработчики рассказали, что на ранних этапах разработки создание Amazing вселенной принесло немало головной боли. Первоначальное видение заключалось в том, чтобы перенести вид старинных комиксов, включая типичный узор из печатных точек и текстуру старой бумаги
бумаги. Но после нескольких неудачных тестов команда пришла к выводу, что полноэкранные фильтры плохо работают с подвижными изображениями, поэтому пришлось отказаться от этой интересной затеи. И один из концептов Майкла Леджера как раз таки дарит нам взгляд на то, как это могло бы выглядеть. Здесь мы наблюдаем ярко выраженную селл-шейдинг технологию в действии и тот самый фильтр с точками на фоне. А с помощью цветокоррекции воссоздан эффект выцветшей бумаги, о чем, кстати, уже писал Алан Мэтт в своем портфолио. И на самом деле задумка-то потрясающая. Мы имели все шансы получить Next Gen версию Ultimate Spider-Man, но, видимо, движок на то время такие красоты не мог стабильно поддерживать. Да и портировать все это чудо на PlayStation 3 было бы, вероятно, очень мучительно. Но об этом я уже рассуждал в истории разработки. На других концептах изображены начало уровня с Крейвеном, атмосферные джунгли, подземные пещеры и ранний взгляд на то, как Collectables смотрится на уровне с Крейвеном. И вы верно подметили, моделька токена тут отличается от того, что мы видим на релизе. И действительно, это ранняя версия Collectables, и эти засранцы до сих пор лежат в игровых файлах. Сергей Жариков даже смог их активировать. И как-то так они смотрятся в самой игре. А на последнем концепте в рамках Amazing вселенной изображены объекты окружения, которые мы можем увидеть на уровне с Джаггернаутом. Теперь возвращаемся к находке Сергея. Продолжая анализировать меню выбора уровней, можно заметить, что порядок боссов поменяли не только у Amazing Паучка. Во вселенной Мигеля доктора Октавиуса планировали сделать проходным персонажем, а кульминацией истории должен был стать Скорпион. И с ним даже есть вот такой атмосферный промо-арт из портфолио все того же Леджера. Ну и раз мы затронули вселенную будущего, предлагаю подробнее о ней и поговорить. Пользователь Deadpool X провел небольшие расследования и поделился со мной любопытными деталями. Первая деталь связана с летающими миньонами охранной системы Alchemax. На первый взгляд кажется, будто это просто дроны или летные корабли с пилотом внутри. Однако не все так просто. Если присмотреться, можно увидеть пустующее сиденье сверху, а при подлете к пауку раздаются выкрики охранников, исходящие от воздушного транспорта. Но все точки над «и» расставляет открывающая катсцена из миссии про Скорпиона. Нам крупным планом показывают, как Скорпион скачет по тем самым байкам, выбрасывая тех самых пилотов. На этом этапе можно подумать, что это такая сценарная задумка, будто бы Скорпион выкинул абсолютно всех наездников в городе, поэтому байки теперь летают на автопилоте. Но концепты говорят об обратном. Тут есть и вариация внешнего вида байков, и момент сбрасывания пилотов, а на скриншотах времен Chronicles и вовсе засветились сами летуны. И из этого всего можно сделать вывод, что пилотов вырезали на поздней стадии разработки, ведь они даже остались в синематике. И я думаю, что их убрали из-за проблем с отладкой их поведения, ведь если обратить внимание на эти байки, то в попытках подлететь к пауку они иногда совершают бешеные кульбиты. Наверное, с пилотами это смотрелось достаточно нелепо. Вторая деталь связана с обликом Хоб-Гоблина. На концепте, который был использован для плейсхолдеров, видно, что изначально Гоблин имел больше зеленых оттенков, светящиеся руки. Одним словом, Гоблин внешним видом был больше приближен к своей комиксной версии. Даже форма у маски была почти такой же. И этот облик уже даже начали переносить в игру, о чем говорит скриншот из ранних билдов. Тут у него и крылья зеленые, и бомбочки отсвечивают фиолетовым. Однако по каким-то причинам облик решили переработать, добавив в костюмы больше технологичности и заменив зеленые оттенки на оранжевые. Третья деталь связана уже с городом будущего. Город здесь по стилю также приближен к оригинальным комиксам и ранним концептам. Здания более минималистичные, нет и бесконечных неоновых вывесок, а небо затянуто легкими облачками и украшено огромным атмосферным месяцем. Для сравнения давайте посмотрим на один из концептов города будущего из портфолио Леджера. Неона и вывесок действительно почти нет, за исключением саморекламы Binox. Остальные концепты из того же портфолио демонстрируют интерьер лабораторий, пункты вылета охранных байков и ранний облик самого Скорпиона. Со вселенной 2099 на этом все, а мы продолжаем путешествие по менюшке. Описание других уровней тут не особо интересны, а вот от плейсхолдера заключительной битвы начинают идти мурашки. Ведь в финальном босс-файте нас планировали столкнуть с самим Дармаму. Да-да, видимо, когда Мистерио собирал всю скрижаль,
деталь. Он призывал самого Повелителя Тьмы, с которым мы и сражались в абстрактном измерении за всех 5 пауков. И зацепка с Дармаму на самом деле объясняет весь тот бред, который начинает происходить в последней миссии. И я считаю, что Темный Маг гораздо лучше вписался бы в происходящее, но, видимо, разработчики посчитали, что Дармаму затмит своим величием Мистерио, и решили сфокусироваться на Квентине, просто увеличив его. Однако до идеи с Дармаму рассматривали и более приземленный бой, но уже с самим Мистерио. Концепт Хьюго Пуцуоли демонстрирует, как Мистерио, внимание, сбрасывает машины на ультимейт Паучка во вселенной Нуар. И это говорит о том, что изначально либо пауков вместе с Мистерио кидало по разным измерениям, либо пауки могли путешествовать во времени, что мы позже и увидим в Edge of Time. И на мой взгляд, это могло быть отличным шансом, чтобы показать реакцию пауков на чужие измерения. Вот как, например, нуарному паучку прятаться в светлой Amazing вселенной. Или что было бы, если бы гаджеты Микеля перестали работать в прошлом. Это могло стать свежим взглядом на геймплей за каждого из паучков. Но вместо этого в финальной миссии нам подарили подборку механик, которые мы вынуждены долбить в миллионный раз. Погодите, что? Что такое? Все еще переслушиваете тот момент, где я сказал про 5 паучков? Вы думаете, я оговорился? Да как бы не так. Давайте вернемся к тому интервью с Вилсоном и Гревелом. Отвечая на вопрос, почему вы решили сделать 4 разных вселенных вместо фокуса на одну единственной, разработчики ответили дефолтом: а мы хотели подарить игроку разнообразие, т.д. и т.п. Но при этом добавили, что в начале разработки вселенных было 5. А значит, и актов было больше, и миссий в них было по 5 штук. А ответить на вопрос, кто был 5-м пауком и каких еще плохишей планировали добавить, поможет концепт из все того же портфолио Майкла Леджера. И тут мы видим, что космическое измерение планировали сделать той самой 5-й вселенной. А дополнительными злодеями должны были стать Веном во вселенной 2099, Жук в Ultimate вселенной, Морбиус в Нуарной вселенной, и еще одного злодея я опознать не смог. У нас с Дэдпулом X есть предположение, что это могла быть дочь Крэвена Анна. И в этом есть доля смысла, ведь о ней упоминается во внутриигровых подсказках. А как мы помним, разработчики любят упоминать в игре вырезанных персонажей. Анну могли вырезать, потому что тематика ее уровня могла напоминать уровень с ее отцом. Тут мне все ясно. Жука вырезали, вероятно, потому что он уже был в Ultimate Spider-Man, и было бы достаточно сложно не повторяться. Венома, я думаю, вырезали во избежание схожести с Карнажем, а имеющиеся наработки реализовали в итоге в Edge of Time. Причем, кстати, судя по тому, что и Веном, и Доктор Октавиус находились в одном измерении и были связаны с одной организацией, я могу предположить, что уже в Shattered Dimensions задумывались о гибриде Брока и Отто. Но больше всего мне обидно за Морбиуса. Среди всех он, как никто другой, подходил тематике нуарного цирка. И вот почему его вырезали, мне действительно не ясно. Другой концепт из того же портфолио показывает сражение одного из пауков с огромным роботом Мистерио в нуарном измерении, а за этим наблюдает все тот же космический паук. Первое, что хочу отметить, это гигантский робот, стилизованный под Мистерио. И это не что иное, как референс на величайшую игру нашего поколения. Сейчас, извините, не тот текст. И это не что иное, как попытка воплощения задумки из отмененной игры Spider-Man Classic. Вы ведь помните, да? Пауков атакуют роботы, монстры, но это на самом деле лишь иллюзии, а сам Квентин в VR-костюме прячется в одной из комнат. Но подробнее об этом я уже рассказывал вот в этом видео. Второе мое наблюдение, или скорее даже вопрос, а какую роль должен был играть космический паук? О чем были его уровни и почему ни на одном из концептов нет космической вселенной? Вы заметили, что на обоих концептах с плохишами сражаются все, кроме космического паука. Он просто стоит и наблюдает. И к тому же на первом концепте изображена космическая версия Amazing паучка, а на втором нуарного. И на этот счет у меня тоже есть парочка предположений. Либо с дизайном космического паучка на тот момент определиться не успели и использовали различные дизайны в качестве плейсхолдеров, либо каждый из уровней за космического паука был промежуточным финалом определенного акта, и на каждом из этих уровней космический паук помогал паукам в своих вселенных. То есть первые 4 акта завершались уровнями, на которых в каждую из вселенных вторгался Мистерио в том или ином виде.
Возможно, он оказывался чересчур могущественным, и тогда на помощь приходил космический паук. Между ними могла быть связь, а геймплей мог переключаться от паучка к паучку. И вот уже вдвоем им удавалось побеждать различные версии Мистерио, но по завершении 4-го акта Мистерио овладевал всей скрижалью, и тогда уже на сцену врывался сам Дармаму, с которым должны были сразиться все 5 паучков. А действия проходили либо в космическом измерении, либо это была смесь из всех 5 измерений, что мы и видим на данном концепте. Ох, Майкл, у меня так много вопросов по вашим концептам и так мало ответов. Итак, мы с вами уже успели обсудить 3 вселенные, но все еще не затронули Нуар и Ultimate, поэтому предлагаю быстренько пробежаться и по ним. Портфолио Хьюго Пуццуоли содержит концепт локации в доках, которая предназначалась для одного из уровней в нуарном измерении. И я даже осмелюсь предположить, кто из боссов мог там обитать. Мы помним, что Морбиуса планировали ввести в игру, и я считаю, что Карнавал — это наиболее подходящая для него локация, в то время как Осборну в человеческом обличии больше подходят доки. Возможно, именно там и находился его офис, а может и центр его криминальной империи. Ведь согласитесь, этот костюмчик, револьвер и доки безумно напоминают атмосферу из Мафии 2. И судя по тому, что мы видим на этом концепте, можно сделать еще один вывод, что Осборн превращался в гоблина не сразу. Как минимум одну фазу мы сражались с ним в человеческом или получеловеческом обличии. Другой концепт дает представление о раннем облике Осборна после полного превращения в гоблина. Здесь у Нормана отростки вместо прически, огромная несимметричная рука вместо огромной ноги, другой оттенок одежды, также отсутствует горб на спине, да и в целом телосложение ближе к человеческому. И что я могу сказать? Видимо, во время тестов гоблин оказался настолько скучным боссом, что мы бьемся с ним лишь одну полноценную фазу. А судя по тому, что Осборна с револьвером убрали, то битвы с ним были еще скучнее. А мы плавно переходим к симбиотическому измерению, а именно к уровню с Карнажем. Этот уровень и так запомнился нам своей атмосферностью и масштабной сценой с падением Гилли Керриера. Но что если я вам скажу, что уровень планировали сделать еще более масштабным? Во время финальной битвы Карнаж выбирался на крышу полуразрушенной и горящей базы щита, а затем крушил атакующие его самолеты. Причем паучок попадал на крышу верхом на одном из таких транспортных средств. И мое почтение разработчикам. Они в итоге перенесли дух этих концептов в игру, но немного в другом ключе. На другом концепте Питер разносит зомбированных солдат щита своими симбиотическими тентаклями. Тут особо комментарии не нужны. Также портфолио Майкла содержит концепт заднего плана из главного меню и его вариант с ранней моделькой симбиотического паучка и примерным изображением границ экрана. Последний концепт из портфолио Леджера — это дизайн достижений для Shattered Dimensions. Поскольку достижения придумываются уже на финальных стадиях разработки, то кардинальных изменений здесь нет. Однако Спайди Санта все равно найдет за что зацепиться. Во-первых, нумерация уровней не соответствует релизу. Помимо того, что уровень с песочным числится последним, что нас уже не удивляет, также и уровень со стервятником числится первым. После него должен был идти кувалда и лишь затем гоблин. Во-вторых, я хочу отметить, что 3 из 4 уровней, которые были в билде Chronicles, так или иначе планировали поставить первыми по счету. Электро и Хоб-Гоблин и так стоят на релизе первыми, стервятника, судя по этому концепту, тоже хотели сделать первым уровнем. И говорит ли это о том, что и Джаггернаут должен был открывать похождение в Amazing вселенной? Я думаю, мы имеем право на такое предположение. В-третьих, исходя из той же нумерации, можно заметить, что порядок измерений также отличался. Сначала шла Amazing вселенная, затем Ultimate, следом 2099 и последней была Нуарная. Порядок, кстати, такой же, как и в обучении. И наконец, в-четвертых, на концепте есть пропуск в нумерации достижений. На этом арте отсутствуют достижения с 40 по 42, и недостающие достижения выпадают из тенденции особых ачивок для каждого из пауков.
То есть изначально для каждого измерения было по 2 особых трофея. Но видимо разработчики не смогли придумать что-то сверхинтересное и решили остановиться лишь на 4 подобных ачивках. А бонусом держите 2 отдельные ачивки в высоком разрешении. Теперь я предлагаю закругляться с Shattered Dimensions и напоследок подвести итоги, какие злодеи изначально планировались в этой игре. И я напоминаю, что некоторые суждения я выдвинул исключительно из своего опыта, логики и дедукции. Но все они основываются на тех или иных существующих зацепках. В первую очередь разработчики принялись реализовывать уровни с Джаггернаутом, Стервятником, Хобгоблином и Электром. Они позже и попадут в Build Chronicles. Параллельно принимались решения о введении других различных боссов. Так, например, на ранних стадиях разработки Amazing вселенная состояла из Джаггернаута, Крейвена, его дочки Анны и Сэндмена с Гидроменом. В конце первого акта была заварушка с Мистерио в Amazing вселенной. Ultimate вселенная состояла из Электро, Жука, Дэдпула и Карнажа. В конце второго акта была небольшая стычка с Мистерио в Ultimate вселенной. Измерение будущего состояло из Хобгоблина, Октавиуса, Скорпиона и Венома. В конце третьего акта была схватка с Мистерио в будущем. И наконец нуарная вселенная состояла из Стервятника, Морбиуса, Томбстоуна и Гоблина. А заканчивался четвертый акт эпичным сражением с гигантским роботом Мистерио в нуарном измерении. Финальный же уровень состоял из путешествий во времени или путешествий между измерениями, где паучки, оказавшись в чужой вселенной, пытались одолеть Мистерио. В определенный момент разработчики решили отказаться от космического измерения. Космических паучков вынесли в DLC, а наработки с взаимодействием двух паучков оставили до лучших времен. Вместе с космическими паучками пришлось убирать и все связанные с ними уровни. Возможно, на том же этапе начали оптимизировать и количество разрабатываемого контента, поэтому разработчики отказались от Анны, Жука, Венома и Морбиуса. Место Морбиуса на карнавале занял Осборн, Томбстоуна заменили на Кувалду, перенеся место действий из банка в депо, а уровень с Веномом в измерении 2099 оставили до лучших времен. Джаггернаута поменяли местами с Крейвеном, Кувалду поменяли местами со Стервятником, а финальный уровень упростили и перенесли действие в абстрактную вселенную, добавив туда Дармаму. Примерно на том же этапе стало понятно, что теперь самый эпичный финальный уровень не в нуарной вселенной, а в Ultimate, поэтому команда вновь изменила порядок измерений: Amazing, 2099, Нуар и Ultimate. Именно такой порядок мы видим в билде Chronicles. Ну и во время прототипирования альфа-версии разработчики отказались от Гидромена на уровне с песочным, а в финальной схватке Дармаму заменили на самого Мистерио. И уже, видимо, во время бета-тестирования поменяли местами Сэндмена и Джаггернаута, а также Скорпиона и Доктора Октавиус. И в последний раз изменили порядок измерений: Amazing, Нуар, 2099 и Ultimate. И очень похоже, что на уровне с Мадманом и Скорпионом делали большие ставки по эпику, но в конечном итоге надежды, похоже, не оправдались. Друзья, если вы не успели разглядеть концепты, то милости прошу в телеграм-канал Spidey Santa. Здесь после каждого ролика я выкладываю все материалы, о которых рассказывал, а также есть уютный чатик, где вы можете обсудить свежие новости из гик-вселенной или поделиться своими мыслями и поностальгировать с единомышленниками. А если и этого контента вам недостаточно, то вы всегда можете посетить сайт Marvel Games или их YouTube канал. Именно на этом форуме мы с Гением Карпатом однажды нашли ранние скриншоты третьего паучка, а администратором является знакомый вам Дэдпул X. Поэтому я уверен, что на сайте вы найдете еще много всего интересного. Все ссылочки я оставил в описании. В прошлых обзорах мы вывели четкую закономерность. То, что вырезают из игры про паутиноголового, обязательно реализовывают в следующих частях франшизы. И в данной ситуации складывается до боли похожая картина. На ранних концептах Shattered Dimensions мы явно видим путешествие во времени, взаимодействие двух пауков в одном измерении и сражение Мигеля с Веномом. Но вот напрашивается очередной вывод, что Age of Time — это доработанная, не вошедшая в сломанные измерения идея, которую превратили в отдельную игру с самостоятельным сюжетом. И раз мы очень близко подобрались к Age of Time, предлагаю ее и обсудить. Тем более
более в прошлой части я обделил вниманием этот проект, поэтому, друзья, исправляюсь. Если вкратце, то геймплейно игра охватывает настоящее и будущее и представляет собой систему «что-то сделал, получил последствия». Действие Amazing Паучка влияет на Мигеля, и наоборот. Сюжетно Паук 2099 пытается остановить Уокера Слоуна, который стремится обуздать временной портал, чтобы в свою очередь основать Алкемакс в прошлом и переписать реальность. Спойлер, ему это удается. Установив ментальную связь, пауки вместе пытаются помешать планам Уокера, его ручного зверушки Антивенома и таинственного босса. И игра получилась очень спорной. Настолько спорной, что Activision даже отменили ее портирование на персональные компьютеры. Игру сделали буквально за год, а все события проходят исключительно в лабораториях. Поэтому и интересных находок по этой игре крайне мало. Но что-то все-таки есть. По традиции начнем с находок Сергея Жарикова. Помните, года полтора назад в файлах Shattered Dimensions Сергей находил плейсхолдеры ранних менюшек по типу того, что мы видели в билде Chronicles. Так вот, ему удалось активировать то самое раннее меню в Age of Time. Мы помним, что в самой игре история подается бесшовно, но, судя по данной менюшке, разработчики нумеровали миссии как сессия 1, сессия 2 и так далее. Также в отдельные категории вынесены челленджи и комбо-арены, но здесь также нет ничего супер интересного. Еще можно заметить кучу уровней для теста различных механик по типу камеры, боевки, падений, но они, к сожалению, не запускаются. В отдельной категории есть и дебаг уровней с тестами эффектов, катсцен, звука, но и их запустить нет возможности. Но интереснее всего выглядит вот эта категория, где есть 4 уровня. Amazing, 2099, 2012 и 2012 Web of Shadows. И я напомню, что на дворе осень 2011 года. До релиза игры Amazing Spider-Man осталось уже меньше года, а значит ее разработка должна быть на активной стадии. Из этого делаем выводы, что последние два уровня относятся именно к ней, а наличие последнего уровня не что иное, как доказательство того, что команда вдохновлялась паутиной теней при создании последнего акта нового Человека-паука. Но об этом мы поговорим подробнее в следующей части обзора. В меню больше ничего интересного нет, поэтому переходим к портфолио Хьюго Пуццуоли. Данное портфолио демонстрирует атмосферный концепт-арт ботанического сада, свободное падение Мигеля, концепт со спасением Мэри Джейн и концепт финальной миссии, где происходит разрушение измерений. Обратите внимание, что по первоначальной задумке пол должен был быть прозрачным, и сквозь него мы наблюдали постепенное разрушение Манхэттена в Amazing вселенной. И я уверен, что от этой идеи отказались, поскольку она была уж очень ресурсно затратной. Сегодня я уже упомянул, что события Age of Time проходят исключительно в стенах лабораторий, однако так было не всегда. Последний концепт-арт из портфолио Хьюго демонстрирует заброшенную фабрику, на которую врывается Питер в Amazing вселенной. И тут само собой напрашивается одна единственная идея. Возможно, Мигелю удавалось связаться с Питером еще до изменения реальности, и паук по координатам отправлялся в то место, где должна была появиться в будущем лаборатория Алкемакс. И эта фабрика — это не что иное, как альтернативный взгляд на тот самый зал с порталом. Следующая находка очень информативная и безумно полезная, и за нее вы можете поблагодарить в комментариях пользователя с ником The Duck Master. Это портфолио Кристофера Джеймса, который занимал должность ведущего левел-дизайнера во время разработки Age of Time. Сначала давайте разберем небольшие заметки про разработку граней времени. В первой заметке Крис говорит о том, что все локации были определены еще до его прихода в проект, и затем он сам формировал команду технических дизайнеров. Во второй заметке говорится, что уже через несколько месяцев после начала разработки команду покинул еще и ведущий системный дизайнер, и в команде осталось лишь двое аналогичных специалистов. Поэтому, помимо дизайна уровней, Крис взял на себя ответственность за редизайн боевки для обоих паучков, написание экономики для геймплея и переработку UI. И мало того, команду покинули еще и ведущие аниматоры, и из-за нехватки ресурсов пришлось переделывать имеющиеся ассеты
из Shattered Dimensions. Третья заметка — это вообще ящик Пандоры. Во-первых, мы узнаем, что арены должны были добавить в качестве DLC, и находка Сергея это подтверждает. В игровых файлах действительно зарезервировано место для второго DLC, которое на деле так и не вышло. Во-вторых, Крис описывает арены как возможность попробовать различные способы улучшений, чтобы, соревнуясь с другими игроками, показать лучшие результаты времени прохождения арен. В пример он приводит варианты прокачки из League of Legends. И опять же, находки Сергея демонстрируют, что в игре существовал файл online.pack, который, вероятно, и отвечал за онлайн-статистику. Получается, это были арены для фарма очков и состязаний с другими игроками на время. И, видимо, из-за все той же нехватки ресурсов, данную идею решили оставить до времен первого Эмейзинга. Хотя идею с мультиплеером рассматривали еще в Shattered Dimensions, о чем прямо заявил Марио Натара в одном из интервью. Но и бонусом к третьей заметке прилагается отладочный скриншотик одной из арен. Из надписи «Мышка заблокирована, нажмите Escape» становится ясно, что это не просто скриншот, а это эксклюзивный скриншот из той самой отмененной ПК-версии Edge of Time. На следующем скриншоте виднеется та же надпись, и можно сделать вывод, что портирование на компьютеры не просто начиналось, а проходило активную стадию. Как минимум, успели реализовать базовый функционал и перенести некоторые ключевые локации. А это значит, что где-то в мире существует билд Edge of Time на персональные компьютеры, и мы уже активно ждем его слива. Оставшиеся находки в портфолио Криса — это преимущественно инфографика и расчеты экономики геймплея. Давайте быстренько пробежимся по ним. Первый скриншот — это расчет дистанции взаимодействия обоих паучков с искусственным интеллектом. На втором скриншоте представлены расчеты различных характеристик во время использования режима уклонения Питера или режима призрака у Мигеля. На третьем скриншоте все так же рассчитывается экономика обилок, таймингов, специальных атак и токенов. И все это идет в сравнении между двумя паучками. Четвертый и пятый скриншоты — это фактические цифры и графики в Excel. Здесь у нас есть расчет общей энергии, экономика для арен, экономика для улучшений и многое-многое другое. Шестой скриншот — это порядок реализации и утверждения задач при разработке уровней. Ведущий левел-дизайнер дает задачу рядовому левел-дизайнеру. Когда он предлагает решение, оно отправляется ведущему левел-дизайнеру на рассмотрение, а также команде, каждый член которой проверяет свой аспект на уровне. Если ведущий левел-дизайнер отклоняет решение, правки возвращаются обратно левел-дизайнеру. Но если ведущий левел-дизайнер одобряет, тогда уровень отправляется на верификацию в отдел качества, где тестеры проверяют уровень совместно с ведущим геймдизайнером и ведущим сценаристом. Если их что-то не устраивает, правки вновь отправляются левел-дизайнеру. А если все в порядке, то задача считается реализованной. На следующем скриншоте изображена строгая схема уровня, состоящая из блоков 2 на 2 метра. Также тут указаны пометки, что не так с определенными участками уровня. На последнем скриншоте подробно расписана вся комбо-система за обоих паучков. Друзья, обязательно поразглядывайте все эти скриншотики на досуге. А мы на этой ноте заканчиваем как разбор контента по Edge of Time, так и разбор контента в целом. Давайте подведем итоги. Портфолио Кристофера на самом деле раскрыло важные подробности разработки Edge of Time. Ведь вы только вдумайтесь, как минимум 3 значимых людей ушли из команды уже через несколько месяцев после начала разработки игры. А ведь дисдок был уже утвержден, и времени оставалось крайне мало, ведь на носу Amazing Spider-Man. И это привело к тому, что пришедшие кадры вынуждены были работать сразу на нескольких позициях над тем, что уже решили за них. С разработкой Shattered Dimensions ситуация была немного другая. Соруководитель Binox Томас Уилсон в одном из своих интервью признался, что во время разработки измерений Activision дала студии полную свободу, но при этом Томас добавил, что это была самая хаотичная разработка игры, в которой он участвовал. А хаотичной она была потому, что производственные команды в Binox всегда укомплектовывались выпускниками. Так сложилось исторически. И эта система действительно работала, пока студия занималась портированием. Но при работе над проектом такого масштаба сложилась ситуация, в которой креативный директор и ведущий геймдизайнер тащили на себе не только разработку 4 разных вселенных, но и обучение молодого персонала. Добавьте еще к этому давление сроков и тяжесть важности заявленного громкого бренда. В итоге из-за недопонимания и хаоса в студии не все придуманные идеи нашли свою реализацию в конечном продукте. Но больше всего пострадала команда звукорежиссеров.
Поскольку каждый день что-то менялось, звуковики не могли начать полноценную работу во избежание бесконечных переделок. Поэтому на половину разработки про них буквально забыли, а вспомнили уже на том моменте, когда все игровые ассеты одновременно достигли финального качества. Но только вот объем накопленной работы оказался слишком велик с учетом оставшегося времени. И это объясняет, почему в Shattered Dimensions многие звуковые ассеты были взяты напрямую или переработаны из третьего паучка и паутины теней. Тем не менее, команда кайфовала от процесса, и в свое время Томас очень хотел сразу же приступить к разработке сиквела, ведь была готовая формула и она вполне себе работала. Но что же тогда пошло не так? Ответ прост. Это снова сверхразумные стратегии Activision. Следите за логикой. В 2007 году Activision отдали дружелюбного соседа в руки своей дочерней студии Shaba Games, так сказать, на пробу. Но паутина теней не выстрелила так сильно, как хотелось бы боссам, поэтому в 2008 году паучка забрали назад, а студию позже признали банкротом. В том же году произошло слияние Activision и Vivendi Games. Последней принадлежала студия Radical Entertainment. И мы помним, что Activision еще с 2004 года вынашивали идею регулярно выпускать много различных игр по паучьей франшизе. Поэтому в 2009 году Activision поручает Radical разработку Человека-паука 4, а другой своей дочерней студии Binox дает на пробу разработку новой игры про паучка без каких-либо творческих ограничений. И Binox, обладая опытом портирования предыдущих игр во франшизе, в целом справляются с задачей на ура. Ну, по крайней мере, у них получилось гораздо лучше, чем у Shaba и Radical. И в будущем Binox даже получит неофициальное звание студии Человека-паука. И сначала все шло по плану. Инновационная Shattered Dimensions, затем, возможно, Shattered Dimensions 2, но внезапно у Radical началась черная полоса. Массовые увольнения сотрудников, отмена Crash Bandicoot, отмена Scarface 2, еще и Рэйми своего четвертого паучка отменил. А ведь на разработку уже были потрачены определенные деньги. В конечном итоге правообладатели перестали доверять студии и начали отзывать лицензии, что, к примеру, и произошло с игрой про Джеймса Бонда. А контракт-то между Sony и Activision никуда не делся. И после отмены Человека-паука 4 началась разработка нового Человека-паука, и кому-то нужно было доверить разработку игры. Отсюда и появились, как сказал Томас в интервью, мало времени на разработку Edge of Time и большое давление на Binox. Поскольку Treyarch были заняты Call of Duty, Shaba обанкротились, а Radical были уже на пороге банкротства, из проверенных студий остались только Binox. Им в итоге и выпала участь разработать 2 игры за 2 года. Поэтому, друзья, когда вы в следующий раз будете ругать Shattered Dimensions за однообразность, а Edge of Time за посредственность, просто знайте, что разработчики искренне хотели и искренне старались воплотить интересные идеи в реальность. Sony и Activision даже учли ошибки прошлых игр про паучка и почти не ставили творческих рамок. Однако боссы все равно не поняли свою главную ошибку. За несколькими зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но давайте не будем о грустном, ведь на носу Новый год, и я от всего сердца поздравляю подписчиков и своих коллег по цеху с праздником. Желаю всем в новом году ярких улыбок, продуктивных недель и кайфовых выходных. Пусть абсолютно все ваши мечты сбудутся, проблемы рассеются и просто, друзья, будьте счастливы. Всем спасибо и всех с праздниками. С вами был Спайди Хо-Хо-Хо Санта. Und dann so, yeah.